Многие из вас просили сделать туториал, как сделать анимацию, да хотя бы ту же самую пружинку, которую, я думаю, несложно сделать и самому. В общем, как вы знаете, я недоаниматор, и уже почти год я делаю для вас мультики. И сегодня я хочу поделиться своим опытом, если можно так назвать. Ну что ж, давайте начнем. На самом деле для анимации вы можете использовать не только Adobe Animate, а также и обычную программу для рисования, к примеру, тот же Paint Toolsai. Правда, лучше анимировать в первой программе, так как она удобнее и с ней меньше заморочек. Но в этом видео я покажу, как это делаю я. Так как у меня нету той самой программы, я рисую в Paint Toolsai и соединяю кадры через Vegas. Кстати, название программ будет в описании, если кому что-то непонятно. Итак, пружинка. Чтобы сделать пружинку, нам нужно нарисовать нашего персонажа в исходном положении и в конечном. Ничего сложного нет на самом деле, вам нужно просто скопировать конечный кадр и, зажав Ctrl, потянуть его в ту сторону, куда он и направлен. Дальше мы эти кадры просто сохраняем, и да, советую сохранять в нумерации, то есть 1, 2, 3, ну чтобы не запутаться. Потом наши кадры мы перетаскиваем в нашу программу для монтажа. И да, помимо Sony Vegas вы можете пользоваться еще другими программами, но я пользуюсь Vegas, потому что она для меня удобнее всего, и можно сказать, я уже привык к ней. Но повторяюсь, не обязательно юзать только Sony Vegas, вы можете юзать другие программы. Ну что ж, у нас теперь есть вот такая вот пружинка. Я немножко подвинул нашего персонажа, потому что он немножко некрасиво смотрелся в такой позе, именно чисто посередине. Я его немножко подвинул. И что ж, вы можете сами попробовать сделать такую же пружинку, она в принципе делается очень легко. Итак, с пружинкой разобрались. Теперь, если вы хотите научиться покадровой анимации, важно знать правила. В этом видео я попытаюсь рассказать самые важные из них. И да, сразу, чтобы не было бомбежа в комментариях, я сразу скажу, что таких видосов с такими же принципами, правилами и тому подобное до хрена, что на русском ютубе, что на зарубежном. Так что если что-то из этого покажется вам знакомым, то просто досмотрите до конца, ведь я пытаюсь не просто набрать до хрена просмотров, а также и многому научить вас. Отнеситесь с пониманием, ведь на ютубе зарегистрировано очень много человек, и не я один записывал такие видосики. Ну ладно, продолжим. Итак, первое правило — это растягивание. Допустим, у нас есть самый обычный шарик, вообще, самый-самый обычный шарик. Когда он падает, он должен сужаться, но при этом не теряя объема. Когда он приземляется, он должен приплюснуться, как бы взаимодействуя с землей. Чем сильнее растягивается шарик, тем более он кажется легче. Если он не будет растягиваться, то он будет казаться, естественно, тяжелее. Также и с эмоциями. Допустим, наш человечек удивляется и рассматривает что-то. Когда он моргает, мы должны его сплюснуть, ну а когда он уже разжимает глаза, то мы должны его сузить, ну потом придать ему нормальной формы. И да, не всего человечка, а чисто голову. Ну, эмоции же на голове находятся, правильно? Так он будет казаться живее. Следующее правило — это основные, конечные и промежуточные кадры. К примеру, возьмем ходьбу. Когда человечек ходит, мы должны сначала сделать конечные кадры, то есть как он, собственно, и ходит. А потом уже добавить переход, то бишь промежуточный кадр. Таким образом будет намного легче рисовать анимацию. Так же самое и с набросками. В самих набросках рисуют только самое основное, а потом уже дорисовывают, когда идет сам процесс создания мультика. И да, кстати, по поводу набросков. Наброски советую рисовать лучше как 3D модель, чтобы вы могли понимать, где рисовать нос, глаза и так далее. Ну а мы идем дальше. Следующее правило называется преддействие и последействие. К примеру, перед тем, как прыгнуть, человечек должен присесть, показывая то, что он отталкивается. И так выглядит намного реалистичнее. Примерно так же и с ударом. Вы должны показать преддействие, чтобы зритель сразу понимал, что будет. В ударе же это показывает силу удара и показывает то, что он сейчас ударит. Да, типа, боись меня. Также и с бегом. Перед тем, как побежать, человечек должен приготовиться, а потом уже выполнять действия. Ну а с последействием немного легче. Ну, как я думаю. Со слов понятно, что этот принцип должен работать уже после действия. Допустим, шпага. После ее взмаха она должна немножко дергаться. Но я думаю, с остальными вещами и так понятно. Следующее правило — это тени. Я думаю, тут вообще ничего сложного. Чем выше объект, тем меньше его тень. Все. Но лично у меня почему-то было с этим очень много косяков. В моем видеоролике про день рождения это весьма заметно. Не, ну вот что это такое, ну блин. И да, советую ставить частоту кадров от 20 до 30, потому что это самая удобная частота кадров.
Ну а если вы соединяете кадры через программу для монтажа, то советую ставить где-то 1 миллисекунду или 2. Кстати, при рисовании персонажа не нужно добавлять слишком много деталей, всячески украшать его или раскрашивать суперсложнейшим образом. Так вы только усложните себе процесс создания мультика. Вам будет сложнее его рисовать и займет это намного больше времени, чем если вы увидите только основное. Я надеюсь, я хоть чему-то вас смог научить. И что ж, это конец видеоролика. Спасибо вам огромное за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, а также писать свои комментарии, делиться своим мнением. Я также приклеил сюда ваши фанартики. Спасибо вам огромное, что вы их присылаете. Ну а чтобы попасть в видеоролик со своим фанартом, вам нужно перейти по ссылке в описании в нашу группу ВКонтакте и в обсуждение фанарта прислать, собственно, фанарт. Ну что ж, а с вами был Якуди, я с вами не прощаюсь. Увидимся!